Yeah, so the story of the next hour and a half is going to be the story of the usefulness of maps. Итак, следующие 1,5 часа будут, собственно, посвящены полезности карт, картографии. And it starts with, that's my cell phone going through the microphone. Who uses the map software on their cell phone? Так, кто использует картографические какие-то сервисы на своих смартфонах? Right. Why does it work? А почему это для вас работает? Чем это полезно? Consider how it works. Как это работает, подумайте. Right? One, because it goes in your back pocket. Во-первых, это у вас влезает в задний карман штаны. You pull it out when you need it. Вы вытягиваете по первой необходимости телефон. And it helps you to navigate the complexity of typically roads. И это дает вам возможность навигировать, да, как бы разбираясь, передвигаться, понимая, не теряясь в иначе запутанных вполне себе улицах какого-то города. And it's able to do that because built into the software is a simplified representation of all the complexity that's out there in the world. И происходит это благодаря тому, что вот в этот софт вашего телефона внедрена некая система, которая на простом символическом уровне является представлением того, что происходит, или то, что располагается в сложном и запутанном детальном внешнем мире. So Ken's work, the theoretical side of it, is absolutely no different. И теоретическая часть работы Кена Уилбера, она ничем не отлична от вот этой такой картографической модели. Except in one important way. Кроме одного, пожалуй, серьезного отличия. Ken's work is attempting to represent not just the complexity of the physical world, Работы Кена пытаются описать не только сложность и запутанность физического мира, but the physical world, the mental world, and the spiritual world. но также и ментального, и духовного планов или миров. But other than that one difference, we use Ken's maps in exactly the same way. Но в остальном же мы используем эту картографию карты Кена Уилбера, его подхода, точно таким же образом. Кроме вот этой многоплановости, да, 2 лишних этажей, да, остальное все то же самое. And the same fundamental rule applies. И те же основополагающие правила применимы. Здесь первое. We simply don't confuse the map with the territory. Первое — это мы не путаем карту с территорией, да? Это одно, а это другое. So I'll say a bit more about this evening when we start with the full group. Я вечером уже со всей группой участников семинара еще раз на этом остановлюсь. So for now, we'll just stick with the one rule. We're not going to confuse the map with the territory. Пока же мы вот этим одним правилом и ограничимся здесь. Не путаем карту и территорию, это разные вещи. And then we can proceed to look at the 5 elements that make up the AQAL map. И затем мы сможем взглянуть более детально на 5 элементов, которые, собственно, и образуют карту AQAL. With one goal in mind. С одной целью в уме. And that's to recognize how the elements of the map are attempting to describe what we all experience. Как элементы этой карты стремятся объяснить все то, что дается нам в опыте, в переживании. And just like the maps on our phone, the aim or the intention or the purpose is to help us navigate. И точно так же, как карты в нашем телефоне, эта интегральная карта имеет своей целью единственную задачу — помочь нам перемещаться, осознанно перемещаться в этом пространстве. So we're going to jump right into the first element. Так мы с вами перепрыгнем сейчас прямо к первому элементу of 5. Из этой пятерки. Okay. The first one is quadrants. И это известно как квадранты или сектора. So that's the quadrants. Так вот у нас квадранты, собственно. In a particularly artistic way. Изображенные таким особо артистическим. Before we get to any theoretical distinctions, any vocabulary, any terminology, I'm just going to help point that out in your own awareness. И просто, так сказать, представляя это вашему сознанию, перед тем, как начну навешивать какие-то ярлыки,
термины к этому прикреплять и описывать изображенное. So go ahead and close your eyes. Закройте глаза. Just take a moment to bring your awareness to your breath. Просто попытайтесь перенести свое внимание, свою осознанность на процесс дыхания. No need to apply any effort to your experience. It doesn't have to be one way or the other. Не надо никаких усилий прилагать к происходящему, к этому процессу, как-то что-то изменять, просто осознавайте дыхание. Just notice as it's arising, any thoughts, any feelings. Просто отмечайте, наблюдайте, как возникают какие-то процессы в вас, мысли, чувства, any emotions. эмоции. No need to do anything with them, just notice them. С ними не надо ничего делать, просто отмечайте их. And recognize that no one else in this room can experience those thoughts, feelings, and emotions in exactly the same way that you're experiencing them now. И отметьте, что никто более в этой комнате или где бы то ни было не в состоянии сейчас переживать, ощущать эти самые мысли, эмоции, состояния, которые наполняют вас прямо здесь и сейчас, идентично вам. There's something uniquely personal В этом есть что-то уникальное, интимное, персональное, that only you can know in this intimate of a way. Что можете лишь вы знать столь лично, столь персонально. From here, shift your awareness to the places where those emotions or motivations or desires or needs overlap with the emotions and desires of other people who are in this space. И теперь попытайтесь из этого места перенестись в то место, условно, да, где ваши эмоции, мысли, понятия пересекаются, как-то взаимодействуют, сталкиваются с эмоциями, мыслями, состояниями других людей. Notice the places that we share the same values. Отметьте те места, условно, да, в которых мы разделяем какие-то общие ценности для нас. The same beliefs, the same ideas. Верования, идеи, понятия. The same motivation to develop ourselves spiritually. Общие мотивации, например, направленные на духовный рост, развитие. To develop our minds. На развитие наших умов. And recognize that even if you don't know each and every person who's in this space right now tonight, И признайте тот факт, что даже если вы не знаете лично каждого человека, присутствующего здесь, в этом зале, that something in you trusts in the fact that we have a lot in common. что-то внутри вас глубоко доверяет тому, что все мы разделяем что-то общее, во всех нас есть что-то общее. And recognize that we can't prove that Признайте, и pointing at anything. что мы не можем доказать это как-то, указав на это пальцем, вот это оно. We can't see those shared values. Мы не можем указать пальцем, обнаружить, как-то выявить вот так непосредственно эти общие ценности, например, разделяемые нами понятия, да? We can't take those values out, put them on the table and compare them. Не можем извлечь их, вывалить на стол и сравнивать, перебирая. The only way that we know it's true is to feel into it. Мы лишь знаем это посредством чувствования Together вместе and trust. и доверяя друг другу. There's something uniquely beautiful В этом and есть что-то уникальное, прекрасное, profoundly amazing about that. неповторимое и глубоко очаровывающее в этом. So from here, go ahead and shift your awareness again, this time by opening your eyes. И теперь перенесите опять фокус внимания, теперь открыв глаза And just look around the room. и оглядевшись вокруг, на мир вокруг. Noticing as you do just the simple physical characteristics, Отмечайте какие-то отдельные физические черты, характеристики внешнего мира. the colors, Цвета, the textures. поверхности, текстуры. Right? Open all 5 of your senses.
все ваши 5 Feel your чувств feet on the ground. распахните, ощутите опору почвы под ногами, земли, пола. Notice what you can hear. Отметьте звуки, которые нас окружают. Notice that there's this unending world of phenomenal arising. Этот бесконечный мир проявленных феноменов, которые постоянно вновь и вновь возникают, That your five senses can take in, которые ваши 5 чувств способны воспринять, see directly, увидеть непосредственно and verify the realness of. и как-то верифицировать, подтвердить реальность этого в вашем восприятии. And then finally, shift your awareness to, and this one can be a little difficult, И, наконец, перенесите фокус внимания, это может быть здесь посложнее уже, but shift your awareness to how those things that you can see на то, как and эти touch вещи, and которые вы feel можете видеть, чувствовать, with your воспринимать, senses, notice how they connect, как они взаимосвязаны, how they're inextricably woven together как они сплетены в единую сеть, словно в единую систему, into systems of interaction. в эти системы взаимодействий сложные. Think back when you came into the room Вспомните, когда вы вошли в эту комнату первый раз. and the chairs were arranged like they are here in rows, facing Стулья forward. были расставлены вот так, примерно как сейчас, сюда лицом, да, условно. And remember back, did you think, how am I supposed to relate to this? Am I supposed to sit in these chairs facing forward? И вы входили и думали, так, что мне с этим делать, с этими стульями? Так, мне сейчас сесть, Did you куда think- сесть, лицом туда, видимо, да? Why did they place the chairs like this? Почему они поставили стулья именно так? Or instead, did you just sit down in your row, facing forward, waiting for this evening to start? Because you've done this 20, 30, 40 times Или вы before. просто вошли по привычке, как участвовали уже в десятках или сотнях таких мероприятий, зашли с полным пониманием, выбрали себе место и сели вперед лицом к сцене. So what we're noticing with our awareness on this dimension is that our physical behavior, Итак, мы отслеживаем свое физическое поведение, сейчас перенеся вот сюда фокус внимания, своим сознанием наблюдаем его. our interactions with the aspects of this environment, this space, this room, То есть взаимодействие вещей в этом пространстве вокруг нас, в этом зале, are connected in a really subtle way that we oftentimes don't notice. все здесь взаимосвязано таким тонким, неочевидным образом, который зачастую мы просто не замечаем, не отслеживаем, не отдаем себе отчета. So that's the quadrants. Итак, вот это были квадранты. Who's confused? Кто в смятении, чей ум? We have one brave person willing Один to человек у admit. нас в I bet смятении. there's more. Ну? There's another one here on the left. Good. You too? This guy, I gotta tell Ken, he's out of here. So let's walk through the quadrants using that simple tour of your awareness. Давайте пройдемся по ним теперь, используя вот этот вот тур, который мы совершили, такой проход по разным фокусам вашего сознания. As a direct example of how the map I'm about to show you describes the territory of your own experience. Как та карта, которую я собираюсь вам сейчас предложить, описывает ту территорию, по которой я вас сейчас провел, да, территорию вашего сознания, вашего опыта. Okay, the quadrants arise from two distinctions. Итак, квадранты возникают из двух видов деления. The two most fundamental distinctions we can make about reality. Два вида деления наиболее фундаментальных, основополагающих, которые мы вообще можем проделать с реальностью. The first is between interior and exterior. Первое – это деление между внутренним и внешним. Внутреннее и внешнее. So don't bother to try to use your rational mind to understand these terms. Не пытайтесь сейчас использовать свой логический ум, свой интеллект, рассудок, чтобы постичь эти два понятия. Just look back at your experience 2 Просто minutes ago. вернитесь в свой опыт 5 минут назад. When we were looking at our when we were looking at our thoughts and motivations, as well as how those motivations overlap and are shared, Когда мы рассматривали свои эмоции, мысли, чувства, мотивации, как они присутствуют внутри нас и как они пересекаются, взаимодействуют, сталкиваются с аналогичными вещами в других людях, we're touching in with the interior dimension. мы сначала касались внутреннего, да, внутреннего измерения.
It can't be seen directly. того, что не может быть воспринято никем напрямую. It has no simple location. Увидено, да, не имеет какого-то такого простой такой локализации, скажем, места вот это здесь. It's entirely subjective. Это исключительно субъективный мир. So to experience this dimension, we have to feel. И для переживания, собственно, этого мира, опыта, его ощущения, мы должны чувствовать что-то, мы это чувствуем сами. So contrast that then with the exterior И dimension. теперь противопоставьте это правому, внешнему измерению, When we were noticing the sights and sounds and colors. где мы отмечали с вами цвета, звуки, какие-то текстуры, все вовне. And when we were recognizing how our behavior is interconnected. И признавали, как наше поведение также взаимосвязано и переплетено. All of that experience is of the exterior dimension. И все эти вещи относились к внешнему, как раз миру, к внешнему измерению. So again, two distinctions give us the quadrants. This is the first. Итак, два вида делений. Раз, два дает нам в итоге 4 квадранта. Вот это было первое деление на внешнее и внутреннее. The second is between individual and collective. Затем второе деление, которое даст нам 4 квадранта, это деление на индивидуальное и коллективное. So think back to when I was guiding your awareness. Half the time we were looking at individual, singular, phenomenal Теперь experiences. вспомните опять о том проходе, так сказать, экскурсии по вашему сознанию, которую мы проделывали. И первая часть всегда говорила о чем-то внутреннем, о чем-то частном. So we saw individual thoughts, Это desires, and feelings, индивидуальные мысли, чувства, эмоции, желания. and we saw individual, phenomenal experiences. И индивидуальные какие-то феноменологические, да, And then переживания. half the time we were looking at those experiences, both interior and exterior, as they show up in the collective, plural, or shared dimensions. А потом мы начинали говорить о этих феноменах или переживаниях, чувствах, эмоциях, как они проявляются в коллективном, уже во множественном числе. So this may seem like a really drawn out way to get into the quadrants. Это может показаться таким каким-то натянутым, да, вымученным способом попадания в эти деления на 4 квадранта. But the point is to simply show you that the quadrants, like every other aspect of the AQAL map, are locatable in your awareness. Но смысл просто здесь показать вам, что квадранты, вот в этом подходе к ним, да, находятся локализуемы, обнаруживаемы в вашем собственном опыте. Именно для этого я это проделываю. So when it comes to the question, where am I? И когда мы приходим к вопросу, а где же здесь я в этой картинке, There's three answers. ответа может быть 3 дано. The first is you're an individual. Первое, я это индивид, да? So we resonate with this upper quadrant И dimension. у нас возникает резонанс с этой верхней частью, верхним двуквадратием, да, вот этим верхними 2 квадрантами. The second answer is that. Второй ответ будет вот такой, As an individual being, как индивидуальное существо, or what we call an individual holon, или то, что мы называем индивидуальным холоном, which we'll get to in a moment, мы вернемся к этому позже уже. you have these four dimensions as fundamental aspects of your Есть beingness. эти все 4 квадранта как фундаментальные части или составляющие вашего бытия, вашего существа. So you, as an entity, can touch in with your felt sense of I, Вы как сущность, да, с вашим чувством «я», «себя», and that's the upper left quadrant. это верхний левый квадрат «я», UL, upper left. You also can locate your own individual behavior, and that's the upper right quadrant. Вы можете локализовать как-то и обнаружить свое внешнее физическое поведение, и это даст вам верхний правый квадрант. And because you're not an individual who's living outside of thousands of years of social and cultural connections, И коль скоро вы не являетесь индивидом, который живет вне контекста многих-многих тысяч лет социальной, культурной какой-то жизни, общества, you also recognize that your beingness is inseparable from the shared interior and exterior dimensions. поэтому вы можете с уверенностью утверждать, что не существуете отрывно и от внутреннего
коллективного нижнего левого и внешнего коллективного нижнего правого. Вы не можете быть вне этого контекста. Both in this moment and throughout the entire history of your life. Как в этот данный момент времени, так и в любой момент вашей жизни прошлого. So in integral theory, we say that every individual has these four quadrants as fundamental, irreducible dimensions of their being. В интегральной теории мы говорим о том, что все индивиды имеют все эти 4 квадранта как совершенно неотъемлемые, интегрально присущие им элементы, составляющие их существа. And then the third answer to that question, И третьим ответом на этот вопрос будет, where am I, где я, is absolutely nowhere in anything I'm going to show you today. нигде, ни в чем из того, что я буду вам сегодня показывать. Because this is a map of the Потому relative что realm. это карта относительной реальности, мира условного. The quadrants are one element of five. Квадранты — это лишь один элемент. So the question is, if we want to know where's the witness Поэтому если мы зададимся вопросом, где тот свидетель, located in the map, попытаясь локализовать его как-то на карте, найти, two answers. то два ответа здесь может быть. One is when we get to the section on states, Первое — это когда мы перейдем к разделу состояний, and two is nowhere. а второй ответ — нигде опять. Absolutely nowhere in any of these Нигде, ни в maps чем из этого, всех этих is the experience of the witness. не будет свидетеля, опыта свидетеля, Or the переживания true свидетеля, или истинного я, Or the absolute self. или абсолютного я. These are simply third-person distinctions, Это просто все развлечения от третьего лица, which can point to которые могут указать the experience of the witness, на опыт or any other state, свидетеля или любое иное but состояние, can never be mistaken for them. но никогда не следует их путать с ним самим. So if you want to locate, get in touch with the person who's making these distinctions, Поэтому, если вы хотите как-то локализовать или обнаружить, прикоснуться к личности, которая проводит все эти разделения, разграничения, just shift your awareness and Просто notice переместите фокус своего внимания и отметьте, who is making the distinctions. кто делает эти различения, кто проводит эти And that's it. границы. And if that doesn't work, Но если и это не сработает, we'll spend most of the weekend getting in touch with it directly. весь уикенд как раз и собираемся этому посвятить, поискам этого парня. But it's a great point to bring up, Но это хороший вопрос, что вы поднимаете его, because again, we're going to be walking into a really big paradox this weekend. потому что мы будем ходить вокруг да около такого серьезного парадокса очень. Which is the paradox of directly experiencing Это парадокс прямого переживания, прямого постижения the truths of the absolute realm, истин абсолютного мира, абсолютной реальности. and then in the next moment, И в следующее же мгновение coming fully out of that, полный откат от этого looking at how we can make sense of it in a relative realm и sense. взгляд на это, а как мы можем выразить или как мы можем отнестись к этому, использовать это в относительном или условном мире. So it's two of the most polar experiences Это два наиболее полярных вообще опыта, которые можно that we представить, can have. которые у нас будут. And the reason that the integral approach and that Ken's work requires both of those И experiences причина, по которой интегральный подход работы Кена требует оба этих полярных подхода, is because it's asking us потому что она to призывает нас fully engage полностью вовлечься, они призывают нас both sides of the two truths doctrine. вовлечься полным образом в обе стороны, в обе истины, абсолютную и относительную. So in that sense, it's very tantric, И в этом смысле это весьма тантрическое занятие. sitting in the center of that paradox. Сидеть вот в центре этого парадокса. And you'll notice dozens of times throughout the weekend И вы будете замечать раз за разом в that ходе yourself, your этого ego, семинара, что вы сами, ваше эго, is going to want that side будет хотеть When we're over here. стремиться к той стороне, если мы здесь, например, or vice versa. или наоборот, если мы в другой стороне, будет метаться туда или сюда. So right at the start, and this is something I was going to get into tonight, but we'll get into it again. That's the core injunction or core practice
for Это this вот weekend. такая как бы сердцевина той практики, да, суть той практики, которой мы будем заниматься в ходе этого уикенд-семинара. And that is simply noticing which direction yourself wants to go. И это просто отмечание, да, обнаружение того, какой импульс у нашего «я», у нашего эго, в какую сторону отправиться. And cultivating, to the degree that you can, И культивация до той степени, до какой вы способны, a balance in that dialectical tension. баланса в этом диалектическом натяжении таком, да, напряжении туда или сюда. Let's do it with an example. Вопрос был в том, что у каждого человека, обычно по опыту это известно и Клинту, есть какой-то любимый квадрант или квадранты, с которыми проще всего как-то, да, корреляцию настроить, понятно про это, работа с этим, постижение этого. Но и иная сторона медали, здесь это всегда есть и более сложный для каждого квадрант, с которым ему сложнее работать, понимать его, как-то связываться в жизни. И вот для говорившего это был нижний правый квадрант, и Клинт предложил сейчас на примере как-то это показать нам. So the lower right quadrant is often the most difficult. Нижний правый на самом деле и есть такой в основном для всех наиболее сложный квадрант. So there's an interesting thing we can do with the quadrants. А с квадрантами вообще можно интересную штуку проделывать. Because they're irreducible natural dimensions Поскольку of our beingness, они такие несводимые к ничему, да, базовые, фундаментальные составляющие нашего существа, we can look through them as perspectives можем через них смотреть, как через перспективы, как через призму некую, at anything we want. на все что угодно. Мы можем эту линзу направить на что угодно. They're so natural and so deeply embedded И они столь естественны и столь глубоко укоренены in our experience that language has created 4 types of pronouns в нашем опыте, represent these да, что dimensions. язык людей разных совершенно культур, там, лингвистических каких-то традиций, он создал для них как раз местоимение первого, второго, там, множественного и единичного числа. So we use the pronoun I И мы when we want to используем refer эти to местоимения the «я» upper left. для верхнего левого, «I». We'll use the pronoun you or we when we want to refer to the lower left. Ты или мы во множественном мы используем в нижнем левом. So the question here is, what does it refer to? И вопрос тогда здесь, к чему «its», да, или «эти». Ну, как бы это неодушевленное «это», да, «it», а оно же во множественном «its», «эти», или «те». Они. Ну, они это у нас одушевленные, как бы, да? Предметы они. Or what does that third person plural perspective, the lower right quadrant, what does it show us? Или на что указывает, что для нас значит, представляет собой вот этот нижний правый квадрат. Let's look at the same thing together. Let's not treat it like it's some disembodied quadrant that we can go find and discover. Давайте не смотреть на это как на некий такой отчужденный, совершенно абстрактный квадрант, который нам не с чем связать. Давайте все это персонифицируем, как-то сделаем понятным для нас. Let's look through it together at a common object. Посмотрим на какой-то понятный всем объект через как бы это стекло этого квадранта. So because the weekend is so much about spirit И поскольку уикенд этот будет во многом посвящен как раз духовной работе, духу and spiritual growth, и духовному росту, развитию, let's look at that. давайте посмотрим на это. We'll leave the lower right for last. Оставим, sorry? We'll leave the lower right for last. We'll go around and we'll end there. Мы оставим его напоследок, да, давайте пройдемся по остальным, а потом его разберем. So we're all looking at spirit through, starting with the upper left perspective. What do Итак, we see? мы смотрим на дух, смотрим из позиции верхнего левого. So for example, we can get in touch with the state experiences that we've had Например, с опытом состояния мы можем of a связаться whole vast variety. с широчайшим спектром различных состояний. A oneness with God, Например, единство с Богом, переживание единения с Богом, a shamanic voyage induced by ayahuasca, шаманского путешествия, какого-то трипа, да, который происходит под воздействием, например, айхуаски. or just the state of being happy or anxious. Или просто состояние радости, счастья или наоборот тревожности, беспокойства. So we've all engaged the pursuit of spirit, Итак, все мы вовлечены в поиск, spiritual growth, or погоню practice, за духом, в духовную практику, в развитие. and we've had our unique
experiences. И имеем свои уникальные какие-то опыты на этом пути. That's what the upper left shows us. Это вот то, что показывает нам, так сказать, взгляд через это окошечко верхнего левого. But then we notice that we're not lone spiritual practitioners, that we do it in communities. Затем мы отмечаем, что мы не являемся какими-то одинокими, совершенно духовными практикующими, не связанными ни с кем, но происходит некая общинная работа, есть какие-то communities, да, сангха. And we're engaging the practices of lineages and traditions И мы вовлечены в практике каких-то духовных линий, школ, направлений, традиций, that are literally defined by their shared beliefs, которые определяются во многом как раз разделяемыми в них какими-то верованиями, постулатами. this set of practices gets you to God Такая-то versus линия another set. практик доведет вас, так сказать, приведет вас к Богу, в отличие от вот такой-то линии практик, например. Nirvana is the ultimate state versus traditions that seek non-duality. И нирвана есть высшая цель и непревзойденное состояние освобождения, тогда как в других традициях это объявляется состоянием недвойственности, например. So we see both how traditions' beliefs are similar and how they're different through the lower left perspective. И через нижний левый квадрант мы видим, как традиции, сколько их много, как они о чем об одном и как они о разном говорят. Да? Мы видим их сходство и различия. Through the upper right perspective, Через we see the individual behaviors. Через верхнюю же правую эту линзу мы видим индивидуальное поведение. So just think, in your pursuit of spirit or spiritual growth, what actions have you taken? Какие действия вы предпринимаете, какие шаги делаете в вашем личном движении по духовному пути? Maybe you meditate every morning for Вы 20 minutes. медитируете каждое утро по 20 минут. Maybe you take entheogens every weekend. Может To быть, у alter your вас state of по consciousness. выходным регулярные сессии приема эндогенов. Those individual actions are seen through the upper right. А все эти индивидуальные действия, которые вы предпринимаете, вы видите, глядя через эту верхнюю правую линзу. So that leaves us the lower right. Это оставляет нам, итак, нижний правый наш сложный квадрант, да, теперь? So you tell me, Ну, ты мне скажи, что там у What? тебя происходит? what's left? This building and all this. There's a building and system where my all this experience be coming up. Короче, где ты принимаешь энтеогены, да? И там, где со мной Yeah. и там, где со мной приезжают, те, кто приезжает за мной, And those who come to я collect понимаю. afterwards. Exactly. I mean, that is all correct. Да. And it is that simple. Да, это так, и это довольно просто, вот так просто. When we look through the quadrants at a common object, we just see 4 perspectives on everything that's arising. Поэтому, глядя на любой избранный нами объект через эти 4 линзы, наводя этот прицел, да, мы видим проявление различных его элементов, составляющих или как бы. And what's left through the lower right is all the ways that our behaviors intersect with these physical spaces. И все, что выпадает нам в этом нижнем правом квадранте, все, что остается, это наше индивидуальное поведение, как они взаимодействуют, как они взаимосвязаны с этим внешним проявленным миром с этой вселенной. Simply put, you would never have learned how to meditate, Просто начни с того, что ты никогда бы для начала не выучился to take that медитации, simple individual action, просто не начал бы никогда это индивидуальное такое свое if it weren't for the медитативное fact that thousands and hundreds of thousands of people have done those actions for медитативное thousands of действие, years. если бы тысячи и тысячи людей в продолжении тысяч и тысяч лет, например, не выполняли это действие в рамках какой-то традиции. So the lower right shows all of those interrelations and interconnections. И нижний правый показывает нам, указывает на все вот эти вот взаимосвязи, взаимозависимости, на все эти. And you recognize things like a specific tradition, say Buddhism, И ты понимаешь, что какие-то определенные традиции, например, буддизм, develop very different practices in the culture and society with the laws in Japan. выработали совершенно какие-то уникальные, отличные практики в культурной, политической, там, социальной, исторической традиции, например, там, древней Японии, Than Buddhism did in the culture, society, and economy of Tibet. нежели эти практики развились в совершенно иных реалиях культуры, социума, права, например, в Тибете.
So it's the lower right quadrant Итак, that это reveals нижний how those правый differences actually come to дает нам exist. понять, выявляет для нас то, как отличаются эти все элементы. And here's the trick. И вот здесь фокус. With this map, С этой картой we're reminded нам напоминают, that reality, at a minimum, has these four что dimensions. реальность по минимуму, да, как минимум обладает этими 4 измерениями. Минимум. But we can choose whenever we want Мы можем выбрать все, что захотим, to look just at one or two of them. чтобы смотреть просто на один или на два отдельных квадранта. What the map guides us not to do А что нас не призывает делать эта карта, is ever to look at one or two of them это смотреть на один или два квадранта and say that they're the most real, и говорить, что вот они наиболее реальные, the most true, они наиболее истинные, or the only ones that exist. или они единственные, которые по-настоящему существуют. To do that is called reductionism. Это будет редукционизм, да, сведение к меньшему, полной картины. It's oppressive. Это будет подавлять. It's the root of things like fascism. Это является корнем таких подавляющих традиций, например, как фашизм. Seriously. Серьезно, да? Это именно так происходит. And it's how this map and all of it И именно is так. psychoactive. Это карта и все вообще, это психоактивно на самом деле. Once you download the maps into your awareness, Когда вы загрузили, так сказать, этот софт, эту карту, да, в свою систему, it helps you spot when you're being oppressive. это позволяет вам тотчас выявлять, когда вы начинаете вставать в It helps you to позицию recognize when you're causing suffering, подавления, когда вы начинаете причинять страдания, when you're denying the validity of a certain perspective or truth. когда вы начинаете отрицать или низводить ценность каких-то позиций, мнений или феноменов. Because all four perspectives Потому что все 4 перспективы are what you need, according to Ken, to get a universe started. это то, что совершенно жизненно необходимо для того, чтобы Вселенная имела место быть. So equally fundamental, И они в равной мере фундаментальны, основополагающие, equally important, равно важны and irreducible. и несводимы, то есть не уничижимы, то есть их нельзя никого из них умалять. And you can make them as complex as you need to, И можно усложнить это до той степени, до какой вам понадобится, or keep them as simple as just locating those four perspectives in your own awareness. или просто свести это до минимума, до этого прицела, да, этой сетки из 4 квадрантов, как бы перед вашим видением, вашим восприятием. All right, 45 minutes left for 4 more elements. 45 минут на 4 элемента у нас осталось. Is there anyone who absolutely just can't move forward without asking a question? Есть кто-то, кто совершенно в полном смятении и ни слова больше не может выслушать без вопроса жизненно важного? And we'll come back to this all weekend too. Да, мы будем к этому возвращаться, поэтому давайте мы все-таки пройдем, покроем материал весь, ладно? Okay. Next two elements, lines and levels. Итак, уровни и линии развития. Следующие 2 элемента. Уровни и линии. Okay. Again, you can locate this in your experience. Опять же, все это обнаружимо в нашем личном опыте. You have these 6 capacities, У вас есть вот эти 6 таких навыков, или 6 способностей. plus many more, И, конечно, их бесчисленное множество сверх того, но это базовые, available in your being. которые доступны вашему бытию, вашему функционированию. You have a capacity for cognition. У вас все есть какой-то когнитив, да, способность к познанию, познавать, знать. It allows you to address a really important life question. И позволяет вам разбираться, как-то работать с наиболее сложными вопросами, задачами в своей жизни. Namely, given what's arising right now, what am I aware of? Например, все, что возникает сейчас, как я это осознаю, осознаю ли я это? Your cognitive capacity is what reveals that. Ваша когнитивная способность выявляет это, что да, вы познаете мир в данный момент. You have a capacity for self-identity, У вас есть способность самоидентификации или самоотождествления, which allows you to answer this question and answer it in your head. позволяющая вам дать ответ на этот вопрос и дать ответ в своем уме на него. Who am I? Кто я? You have a sense of that. У вас We есть all такое do. чувство, ведь, да? Все же мы имеем такое чувство. Вот я, вот кто я. You have a capacity for values,
У вас есть способность иметь For ценности, or spirituality. веру, там, духовность, You even have a kinesthetic capacity. мораль, нравственность, да, и кинестетические способности, например, And you have a capacity for morality, и мораль, да, или нравственность. which allows you to address the life question, Этика, которая позволяет вам отвечать на такие жизненные вопросы, как what do I do «что мне делать?» in any given situation? в любом каком-то моменте, в любой ситуации, при любом вызове. You call on these capacities, and again, dozens of others, Призываете, да, эти все способности, и еще многие-многие другие, которые у вас имеются. hundreds of times throughout every day. Каждый день сотни раз вы с ними работаете, это происходит. These capacities all show or exhibit what's called development. И все они являют качества, которые мы называем развитие. Они способны развиваться. Which simply means that at an earlier period of your life, Что означает попросту, что в более ранние, предшествовавшие этому периоду вашей жизни, your moral capacity например, нравственность ваша, was less complex, этика была, скажем так, проще, less developed менее развита, than it is now. нежели сейчас. Your cognitive capacity Ваши когнитивные способности, when you were 8 интеллектуальные years old способности в 8-летнем возрасте, например, was far more limited были than it куда is now. более ограниченными, чем они являются сейчас. So all these capacities develop, И все эти линии развития или ваши способности, да, имеют такую способность расти, развиваться, and they develop at different rates. и развиваются они с разным темпом, с разной Which is why скоростью. we get this diagram Вот почему у нас такая диаграмма, да, получается в итоге. called an integral psychograph. То, что именуется интегральной психограммой, да. And you'll notice that some capacities are developed to say 9,000 feet, И вы видите, что некие из них, некоторые достигают, например, высоты в 9000 футов, в то время как while others are developed to only 4,000 feet. другие там не более 4-5 тысяч всего лишь развились условно. The nature of all of our development is this variable and this messy. И вот вся история нашего роста и развития, она вот является набором таких вариаций, вариативности и такого вот разнообразия. So one of the tools Ken developed to help us work with, talk about this messiness, Один из инструментов, который выработал Кен, чтобы помочь нам разобраться и вообще начать работать со всей вот этой is мешаниной, called altitude. это высота, то, что называется высота или уровень, да, развития. Imagine that each one of these lines of development, these capacities, Представьте, что каждая из этих линий, из этих способностей наших, которыми мы обладаем, was a path up this mountain. была бы неким путем, некой тропой, ведущей на вершину этой горы. We can measure your distance up each path with a common scale, И мы могли бы измерить, насколько вы продвинулись по той или иной тропе к ее вершине на каких-то условных там футах, да? and if you're in the US, you'd use feet, and if you're out here, you'd use meters. И если это там в системе штатов, да, в английской системе, то это будут футы, а у нас метрические метры. But the difference doesn't matter, Ну, разница здесь не важна, на самом деле. because the key here with altitude is that it's a common yardstick or ruler Это не важно, потому что есть просто некая линейка, некая шкала общая, которая прилагается к каждой из этих линий и выявляется какой-то общий результат. that itself has no content. Сама по себе она не имеет никакого наполнения, фут или это, или метр. So you can use a yardstick, И вы можете использовать эту линейку, or you can use altitude это мерило, да, или использовать высоту. to measure any substance. Вы можете промерить таким образом любую субстанцию. You can measure wood, Вы можете измерить Metal. своей линейкой, например, металл, древесину, да, полено или там styrofoam, полиэтилен, какой-то там поролон, что угодно, да? with the same ruler. С одной и той же линейкой метровой вы подходите и измеряете любую субстанцию, любой объект. We have two У нас есть common factors два общих фактора, общих деноминатора, allows us to use a common ruler которые for all the позволяют different нам использовать одну и ту же линейку, да, одно и то же мерило для разных таких вещей, for all the developmental capacities для in the всех mind. этих разных развитийных наших способностей, да, развивающихся. And the first is complexity, Первый — это сложность. and it's called a construct. Первый, он сложен, это называется конструкт. And my PhD research Моя как раз докторская
is working to identify what the root core constructs are across all developmental Это lines. определение как раз, что является коренными, самыми базовыми конструктами в каждой из этих линий. Right, so the first is called technically hierarchical complexity. И иерархическая сложность, так технически называется, как иерархическая комплексность, да, сложность, так называется техническим языком первый. And the second is called logical structure. А второе это логическая структура. And explaining what those two are И объяснение того, что это, о чем мы здесь говорим, is a really long discussion, это очень-очень долгое. which we can have. Но Individually? мы можем вернуться индивидуально с вами в беседе. So for now, the answer is yes, it's the goal of developmental science Пока же да, это цель девелопменталистской to науки. figure out how can we actually validly and reliably measure Науки о развитии, across о all том, these как capacities. можем мы валидно, да, измерять действительно, по какому критерию все эти различные факторы роста развития. So this construct Итак, этот конструкт in the mind в уме is just like length or weight. в точности как мера Volume. длины, веса или объема, например. Volume, length, and weight can change Объем, вес, мера длины могут меняться, reliably, да? and we can measure it Мы можем измерять их при этом, with things like rulers измерять посредством неких мерил, and линеек, thermometers, термометров, And- шкал, scales. весов и прочего. And those measurement instruments don't care if we're measuring water or air И этим инструментам все равно, or меряем wood. ли мы что-то в воздухе или в воде, например, температуру. So in the metaphor, И в метафоре air is cognition, сознание это water is воздух, morality, а моральность это, например, and вода. they have the same underlying property У них есть некое общее качество, которое поддается измерению, например, как called температура. complexity Это сложность or length or volume. или их длина волны, например. So if you're tracking this through the quadrants, Итак, если вы смотрите на это через квадранты, what we're talking about here о чем мы говорим здесь, is bringing the principles of what's called fundamental measurement in the physical sciences, переносит то, что называется фундаментальными принципами измерения right-hand в quadrants, физике. Это у нас праворукие квадранты, да, правой стороны. and we're bringing those principles to the left-hand Мы quadrants. берем и экстраполируем, переносим эти принципы объективного измерения физики на левые квадранты внутреннего, Trying to measure things that we can't see. пытаясь измерить вещи, Because которые it's незримы, inside. невоспринимаемы нами, которые внутри, Us as developing humans. внутри нас, как развивающихся, растущих индивидов. So the best we have now is a diagram like that. And you're not supposed to be able to see that. Лучшее, что мы имеем на сегодня, это вот подобного рода диаграммы. Не обязательно, что вы их все видите в деталях, вот такими таблицами мы наделены. The idea is that the altitude colors on the left-hand side И идея здесь в том, что высота этого развития левосторонней как бы части infrared, magenta, red, amber, orange по on этой up, цветовой шкале, да, внизу от инфракрасного через красный, зеленый вверх к индиго и which you'll hear фиолетовому. in all of Ken's newest writing, those colors. Эти цвета вы будете слышать во всех последних работах Кена. Он использует эту шкалу цветовую. Fundamentally, what he's trying to do is give us an easy way to refer to all the other stuff in this diagram. И это он использует как единое мерило, приложив его ко всем тем вещам, которые распространены у нас по правой, расположены по правую руку в нашей таблице. So we can say green values, Мы говорим зеленые ценности, or перескакиваем green к self-identity, колонке ценностей, или зеленая самоидентификация. and we'll know that we're talking about the individualistic level И мы будем знать при этом, что говорим об индивидуалистическом уровне, например, or the relativistic level или релятивистском уровне по той определенной линии, without having to learn без all of необходимости учить models. все вот эти термины, которые используются авторами тех или иных моделей, занятых отдельными линиями. in order to just have a conversation about development. Просто для того, чтобы вести какой-то осмысленный диалог, разговор о развитии, да, иначе это будет слишком терминологически сложно. Now that's not to say, if you want to understand morality, Но это не значит, что если вы хотите понять нравственность, мораль, you can't fully get it by learning about altitude,
что вы не можете постичь ее в полной мере, изучая высоту. You have to go study Lawrence Kohlberg's original research. И вам понадобится просто идти и в полной мере изучать его работу по уровням нравственности, и без этого не обойтись. The point is, if you really want to know Поэтому about если the вы development of действительно human morality, хотите знать, понять в полной мере о том, как развивается нравственность в людях, как растет эта линия, you'll need to go back and look вам at his original необходимо work. пойти к первоисточнику и поизучать его оригинальные работы. But since we only have a half an hour, Но поскольку у нас всего полчаса, we don't want to go there just yet. мы туда не Since we only пойдем, have a half an hour, поскольку у нас полчаса времени, we want to get a functional understanding of development as a whole. нам нужно, так сказать, функциональное понимание развития как целого явления, просто такой взгляд на него с So we can высоты. look at a few simple spectrums, На несколько простых спектров давайте взглянем, which run from birth которые у нас простираются от рождения all the way up to the most complex developmental levels that have yet to emerge today. и до самых высоких, самых сложных уровней развития, самых продвинутых, которые только могут быть обнаружены на сегодня. So let's try this one. Давайте попробуем. Egocentric morality Эгоцентрическая мораль, например, is concerned with what I want and what I say is right. озабочена тем, что я хочу, что для меня правильно, что для меня правда. I don't care about your perspective. Мне плевать на твою точку зрения. Hell, in my awareness, you don't even have one. На самом деле, в моем осознавании ее даже и нет места для твоей точки зрения. Children are developed at that level of development, Дети, развившиеся до такого уровня, and sometimes adults act like they are. иногда и взрослые так себя ведут, и таковы они есть. But as development unfolds, we Но can когда reach the ethnocentric level, развитие их продолжается, они достигают в какой-то момент этноцентрического уровня, where our ability to take perspectives, когда способность принимать перспективы, брать иные точки зрения, to extend our care and our compassion, для того, чтобы распространять, ширить круг нашей заботы, нашего понимания, extends beyond ourselves, сострадания, простирается за пределы нас, одних, but only to a group of people who we deem to be like us. но распространяется лишь не дальше группы какой-то людей, которых мы по той или иной причине, критерию сочли схожими с нами. Because you're from the same country, Например, это нация, страна, you like the same sports team, либо это спортивная команда, you're a member of the Intergal community, либо это членство в интегральном обществе. Intergal ethnocentrism that shows up, Такой интегральный этноцентризм, например. because you believe in the same God, Или вы верите в одного и того же Бога, same sexual orientation, или у вас одна какая-то сексуальная ориентация общая, what have you. что бы то ни было. So when you're developed to the ethnocentric level, И когда вы развились до вот такого этноцентрического уровня, you literally cannot extend your perspective taking and care beyond that group. вы физически просто не способны распространить круг своего сострадания, заботы, понимания за пределы этой избранной, очерченной группы. But fortunately, evolution has given us additional options. Но, к счастью, эволюция имеет для нас в запасе дополнительные опции. We can develop from there to world-centric, Оттуда мы можем шагнуть к мироцентричному and at that уровню, point we can extend our care to all humans, regardless of those group distinctions. позволяющий нам распространить круг нашей заботы, охват нашей заботы, расширить его до всех живых существ или всех людей, например, вне зависимости от их параметров, по которым мы их ограничивали прежде. So most representational democracies Наиболее развитые представительные демократии, that exist today которые существуют сейчас, are founded on those world-centric они как principles. раз основаны на этих мироцентрических принципах. But that doesn't mean that we as individuals always live up to them. Но это не значит, что мы, как отдельные индивиды, всегда в полной мере им соответствуем, доросли до них. The final level in this simple spectrum is cosmocentric. И космоцентрическая мораль — это, так сказать, наивысший уровень, который можно обозначить на этой шкале, на этой линии, Which is supposedly popular in spiritual communities. которая популярна, скажем, как тема в духовных сообществах. And it's when your care and compassion extends to include all sentient beings. Это когда ваша любовь и сострадание расширяются безгранично на всех, без исключения живых существ вообще, чувствующих, And тварей на всех, not just humans. не только на людей. So there's another simple spectrum we can look at. Еще есть один простой спектр, на который можно взглянуть. And it's in regards to how we think. Это относится к тому, как мы мыслим. The first level is also called egocentric. Первый также зовется на нем эгоцентрическим. And it's when we're debating a problem, there's one answer.
Когда мы обсуждаем проблему, есть некий один ответ, одно решение, которое надо найти, к которому прийти. One perspective is right. Одна перспектива верна во взгляде на проблему. My perspective. Она моя. Beyond that, we can reach a level called absolutistic. За пределами этого начинается другой уровень, называемый абсолютистским. Absolutistic would correlate with amber. С amber это у нас какой? Янтарный, да? На этому уровне будет соответствовать абсолютистский. Egocentric with red and below. А эгоцентрический с красным и ниже. Absolutistic basically allows us to see two options. Абсолютистский позволяет нам воспринимать уже две опции. Either or. Или, да? Дуальная схема. Black or white. Черное или белое. And that we then look to choose which one's better. И мы тогда вынуждены встать перед выбором, что лучше, Which one's что more right. предпочесть, что более And the way we правильно. determine that is typically based on what our group thinks. И то, как мы определяем, что истиннее, что праведнее, да, это обычно то, как думает наша группа. Вот это определяет наш выбор. The multiplistic level, Мультиплистик, which would be orange, множественный, да, как у нас, уровень, да, это уже будет оранжевому соответствовать. sees many options to a Множественность, problem. видит множественность опций, выборов, Sometimes dozens. перспектив, иногда дюжины. And the way to figure out which one's right И как выбрать из них ту, которая верна, is typically with the method of science. обычно на помощь призывается наука, We некие can research it, we can study it, теоретическое and eventually мышление, determine научные опыты, пытающиеся выявить, определить, that this option что is best. вот эта опция такая оптимальна. And that characterizes the thinking at the orange altitude. Это характеризует оранжевый уровень мышления. At the green altitude, we reach a place called pluralistic. Плюрализм или плюралистическое соответствует зеленому уровню. And like the level that came before, it sees dozens of options. Также видит дюжины опций, как и уровень, предшествовавший ему. But instead of trying to figure out which one's right, Но вместо попыток выявить, какой единственный из них it верный, tries to value all options оно equally. пытается оценить в равной мере их все. And this correlates with green altitude. И это соответствует зеленой высоте. The final stage in this simple spectrum of how we think И то, как мы думаем, финальная стадия в этой высоте, would be an integral stage. будет интегральная стадия. And like the two levels before, integral sees many options, И опять же, дюжины, множество опций будет видеть, перспектив видеть интегральное сознание. but instead of saying that all of them have to be equal, Но вместо такого вывода с необходимостью, что все они равны и значимы, the integral mind says there's underlying principles that we can use to determine which one's better in what context. интегральный рассудок скажет, что есть некий основополагающий принцип, используя который мы сможем определить, какой из этих перспектив, какая из этих воззрений, какой из них будет оптимальным в том или ином контексте. So we can rank behaviors based on what causes the least amount of suffering. И мы можем ранжировать, например, типы поведения, отталкиваясь от того критерия, какой из них привносит наименьшее количество страданий в мир. We can rank worldviews based on which one's most inclusive. Мы можем ранжировать мировоззрение, отталкиваясь от того критерия, какое из них является наиболее всеобъемлющим, всевключающим. So at the teal altitude, this notion of hierarchy reemerges. Тут тил это у нас какой? На подходе к бирюзовому. Изумрудный, да? На подходе к бирюзовому. Там у нас Yeah. это будет соответствовать интегральному. So once hierarchy reemerges, И когда иерархия вновь появляется у нас на сцене, we typically have to be careful not to piss people off. надо быть осторожным, чтобы не наступить кому-нибудь на мозоль. Because people don't like to be ranked. Людям не нравится ранжирование. They don't like to hear that I'm better than you are Им не because I'm нравится more слышать, integral. что я лучше, чем ты, или тот лучше, чем этот, потому что он интегральный, или я So what we have интегральный. to recognize is that this aspect of the map is not ranking people. Нам необходимо прежде всего признать, что вот эти вот элементы этой карты, они не ранжируют людей. It's the most critical point. Это исключительно важный момент.
in all the research that I've read and that I've conducted И все исследования, которые я читал, изучал, которые on проводил development, сам касательно развития, we have no model or metric нет у нас ни метрической какой-то системы, метрики, ни какой-то модели, которая бы that tells us about the development of people говорила бы нам о развитии as a людей, whole. людей как целого явления, человека. All we're doing Все, что мы делаем, is ranking the differential complexity of ранжируем дифференцированную сложность, да, или многоуровневость, or of moral reasoning. например, их когнитивной способности, Or of или self-identity. морального решения, или самоидентификации. We're not ranking people. Мы не ранжируем людей. So that's a really critical point, И это очень важный такой критический момент, ключевой. particularly when you take a developmentally informed worldview В особенности, когда вы into your work. выносите вот такое интегральное, унифицированное воззрение и переносите его в свою работу, в Or жизнь, just into your life. просто в вашу повседневную жизнь. And that's an important move, Это важный такой шаг. that is taking a developmental worldview out into the world. Это вынесение вот этого интегрального воззрения о развитии, перенос его в жизнь, Because it's one of the primary ways that we can raise the development of our culture. потому что это тот способ, которым мы можем действительно привнести развитие, обеспечить развитие нашей культуры, нашего общества. States, 2 elements of AQAL left in Итак, 12 пара minutes, folks. элементов у нас осталось на 12 минут пройти. Итак, это у нас состояние. Теперь We can do it. мы успеем. There's 3 categories of states. Есть 3 категории касательно состояния. There's the phenomenal states of body and mind. Феноменальное, феноменологическое какое состояние тела и ума. I feel anxious, Я I тревожен, feel fear, я боюсь, my body is hot. мне жарко. All of these states are temporary, fleeting Все это experiences. временные, текучие, изменяющиеся состояния опыта. That's what defines a state. Вот что является определением состояния. The second category is called non-ordinary states of Затем consciousness. необычные состояния сознания, следующая категория. We've all experienced them. Все мы их переживаем, переживали. When doing ecstatic dance, В экстатическом танце, например, yoga, занимаясь йогой, taking drugs, принимая какие-то субстанции, alcohol, алкоголь, meditation. медитируя. Our ordinary state of consciousness, this one, Обычное состояние ума switches куда-то wildly, уносится, да, и меняется на что-то иное. disclosing something entirely different. И раскрывая перед нами что-то совершенно иное. And then we come back to normal. И затем мы возвращаемся к обычному своему состоянию. It's the third category of states that we're most interested in this weekend. Третье же состояние, которое наиболее интересно для нас в этом семинаре, в этот уикенд, And these are called the natural states of consciousness. начал. Это естественные, да, состояния сознания, так называемые. These natural states of consciousness are available, this is important, to everyone, from some animals all the way up to Buddhas. Они доступны всем чувствующим существам или живым существам, от мельчайших насекомых до просветленных Будд. That's not the case with levels of development. И это не соотносится никак, это не относится к уровням развития, это не про то. От некоторых животных. From some animals, you said, or from Some animals. от некоторых животных до просветленных It's a существ. debate as to where you start. Ну да, там дебаты, так сказать, откуда это начинается, извечно, да, где. But my dog dreams, Ну, моя собака видит сны, например. and she chases stuff, and she like moves her legs and she И barks. гоняется зачем-то и гавкает во сне, да, когда она спит. Okay, so the 4 natural states of consciousness Итак, 4 естественных состояния сознания. are waking, Это пробужденное or the gross state, или грубое состояние, бодрствование. the subtle state, Это тонкое состояние. which is the dream state. Это состояние сновидения, сна со сновидениями. And we don't have to be asleep and dreaming Нам to не надо experience спать для того, чтобы оказаться в The subtle состоянии state. сновидения или испытывать, переживать это тонкое состояние. the subtle is a class of phenomena. Тонкое — это целый класс, разряд феноменов. It starts actually with emotions А начинается на самом деле отсчет здесь от эмоций, and thoughts, мыслей and then goes all the way up и протягивается to experiencing вплоть до переживания the
earliest manifestations in every moment. Earliest manifestations in every moment. Наиболее ранние проявления в каждом опыте. It goes all the way up to В каждом моменте. experiencing the properties of the cosmos Ощущение качеств Вселенной, that manifest которые as проявляются colors как цвета, and sounds как звуки and sights. и видимые объекты. So it's a class of experience. Это целый класс опытов, да? We have an easy time experiencing it when we're dreaming. Нам легко, и у нас это, так сказать, естественным образом происходит, когда мы спим и видим сны, да? Through spiritual practice, Через духовную же практику, через we can become медитацию more aware of those phenomena right here while we're мы awake. можем в большей мере осознавать все эти феномены уже сейчас в бодрствующем состоянии. Тонкие феномены. The third state, causal, Третье или каузальное, причинное состояние deep dreamless sleep. – это глубокий сон без сновидений, третье состояние. So it's a class of phenomena Это тоже целый класс феноменов, разряд. that's often described, for example, as empty. Зачастую описывается как пустотное или пустота. So to verify the existence of causal, just ask yourself, what do you see when you're deep, dreamless Для sleep? верификации или определения того, что это состояние есть и что вы в нем видите, задайтесь вопросом, что видите вы, что воспринимаете, когда спите без сна, то есть проваливаетесь в глубокий сон. These states are first-person Это experiences. все опыты первого лица, ваши личные внутренние переживания. These maps are just third-person descriptions. А карты, опять, это у нас лишь описание от третьего лица. Looking at the maps is not going to give you an experience of И causal. глядя на карты, рассматривание их, понятно, не даст нам переживания от первого лица. So if you don't get it, you can't Поэтому, если у вас in this way. это не получается, то посредством рассматривания этого вы не достигнете. You will experience it when we do some meditation with Colin. Но вы будете это переживать, когда вот с Колином уже мы будем в ходе семинара этим заниматься, медитацией. Later tonight. И, может быть, уже и сегодня вечером. The fourth state, Итак, четвертое which is состояние, actually not shown on this diagram, оно здесь не указано, здесь только три but раза. I'll mention it because we're going to talk about it this weekend. Я упомянул, потому что в уикенд она у нас будет упоминаться. This fourth state is called witnessing, Это свидетельствование, так or оно называется, turiya. или турья. And turiya means the fourth. Турья означает четвертое. Okay, the witnessing state was brought up earlier, Состояние свидетельствования, которое мы упоминали ранее, and it's an ever-present capacity. и это всегда присутствующая Simply способность попросту be aware осознавать of the person being aware. осознающего, To be aware of the seer. осознавать The seer of all phenomenal arising. видящего возникновения всех феноменов вокруг. And it's described as ever-present И описывается because the оно как state itself does not come or go. всегда присутствующее, да, или вездесущее, неизбывное, потому что оно никогда не исчезает, не прекращается, никогда не начиналось. And because the number of witnesses И in the entire количество cosmos свидетелей во всем космосе, во всем мироздании, is one. это равно одному. So Kabbalah refers to this as looking out from inside the face of God. Смотрение вовне, изнутри лица Бога, так в терминах Каббалы называется это. And again, it's a first-person И experience. опять же, это опыт от первого лица. So we can do practices to cultivate it. Мы можем попробовать выполнять практики для Meaning, культивации it этого, doesn't matter if these words don't make sense. что означает «не волнуйтесь, если вам эти слова непонятны или ничего для вас не значат». Это опытное, это про первое лицо. The fifth state is called non-duality, Недвойственное, так называется пятое состояние, or turiya tita. или турья-тита. And it's the experience of the radical not-two-ness Это опыт такого радикального недвойства, не два, of the недвойственности, seer and everything that's видящего seen. и всего, что видимо им. It's the experience of the oneness Опыт единства, of emptiness and пустотности form, и формы, the absolute realm and the Абсолютного. relative realm. уровня абсолютного мира и мира относительного. It's a direct, ever-present experience of your very true nature. Это прямое, прямо воспринимаемое переживание вашей абсолютной природы. And everything we say about it И все, что бы мы ни говорили об этом, is not it.
Не это. Which is permission to just throw all that away. Что есть разрешение вам выбросить весь этот хлам тотчас. When we engage contemplative practice, Когда мы вовлекаемся в созерцательные практики, we typically go in an order. мы обычно идем по какому-то порядку. Why? Because Почему? the traditions have discovered it works better. Потому что традиции обнаружили за всю свою многовековую историю, что так выходит лучше. So we engage practices first that stabilize our awareness and gross, И мы сначала вовлекаемся в практики, которые стабилизируют наше сознание на And плотном, then грубом уровне, затем practices in subtle, практикуем тонкое and so on. и так далее по списку. But here's the difference between states. Но вот And разница levels. между состояниями и уровнями. You can't skip a level. Уровень проскочить нельзя. Нельзя. You can skip these all you want. Но здесь можно проскакивать сколь угодно. And some traditions do, И некоторые традиции and other traditions don't. и занимаются, а некоторые нет. States and levels. How do they come together? Уровни и состояния. Как они соотносятся? It's called the Wilbur-Combs lattice. Это известная таблица Уилбера-Комса, так называемая, It says that when we have an experience of a state, где говорится, что когда у нас есть опыт некого состояния, say it's a causal experience of emptiness, например, причинное переживание пустотности, that we as a human vehicle understand that experience through the level of development. и мы как человеческое существо переживаем этот опыт через свой уровень развития, на котором в That данный we've момент generally evolved to. находимся, до которого смогли на данный момент развиться. So here's the classic example. И вот классический пример здесь. And this example is not just about explaining the cosmos, it's about cultivating a capacity for greater compassion for all human beings. Sorry? This example that's coming Этот next пример, который я приведу сейчас, is about cultivating это compassion про for all human культивацию beings. сострадания для всех живых существ. It's not just about explaining things. Это не про объяснение. This is really important. Это важно, поймите. Someone who's developed to red, Кто-то, кто развился до красного уровня, right? Egocentric, эгоцентрическое существо, say they're a terrorist of some variety, например, какой-то террорист того или иного and свойства, say they blow themselves up, например, взрывает себя, claiming that that was what they were directed to do because of a oneness experience with God. утверждая, что на то его подвиг или то ему повелел его опыт единства, неделимого с тем Богом, которому он поклоняется. And then there's someone like you И затем кто-то такой, как вы, at a seminar like this, на семинаре типа этого who has a нашего, oneness experience with God где его настигает переживание этого единства с by Богом. whatever name, Sorry? by whatever name, Любого. Каким бы именем этот Бог не обладал у вас, God or doesn't matter who, неважно кто это, right? And you understand it through turquoise. и вы понимаете это через бирюзовый уровень. These are the exact same state experiences. Это одни и те же опыты состояния. Equally real, В равной мере реальны, equally valid, в равной степени and equally true. истинные и подлинные опыты. The difference is the fact that you understood your experience through turquoise, and Разница же в our том, что вы интерпретировали, поняли свой опыт через terrorist призму, friend understood it through red. бирюзового, а ваш друг-террорист через призму красного. That's how powerful the interaction of states and levels is. Вот какое мощное взаимодействие происходит по этой таблице. And when it Как мы comes, видим, да, and when it comes to compassion, решетки Уилбера-Комса между состояниями и уровнями. this map categorically prevents you, И or эта карта в категорических терминах, так it сказать, strongly suggests препятствует, запрещает вам или настойчиво просит вас, that you can't discount the valid state experience of people who aren't developed to your level of development. не сбрасывать со счетов подлинные переживания людей, которые не достигли высоких уровней развития, переживания состояний. All you can do is recognize that their way of making sense of it is less complex than yours. Поэтому все, что вам нужно из этого заключить, это не отметать эти опыты, эти переживания состояний, а понять, что интерпретируются они с более низких позиций по сравнению с вашей. This is because we as human beings develop through two spectrums. Это потому, что мы, как люди, развиваемся через две шкалы, Structure по stages. двум спектрам, по структурам состояний. Those are the vertical levels.
Это вертикальные уровни восхождения, да, у нас структура. And state stages. И состояние, стадии состояний и структур, стадии структур и стадии состояний, я уже заговариваюсь. Короче, сверху состояние, здесь структуры или уровни развития. The horizontal progression И of all the горизонтальная great contemplative traditions. прогрессия, она здесь верна для всех традиций созерцания, она присутствует во всех них. This gives us the vast territory of development. Это нам создает огромный такой задел, территорию для развития, Each one of us зону развития, в которой каждый из нас can move through. может двигаться вперед, продвигаться. And our self-sense has two aspects. И наше ощущение себя, самоощущение будет иметь два смысла здесь. It has a state aspect Это аспект состояния ума. that determines what phenomena we can see. Это будет определять, собственно, то, какой класс феноменов мы в данный момент Gross воспринимаем, phenomena, где мы, в чем subtle мы, phenomena. в грубом мире, среди тонких феноменов. And then the other half of our А self-sense другая половина этого нашего самоощущения будет is offered by the structure. определяться структурами уже стадий. This is the path of spiritual growth, Вот так здесь пролегает путь нашего духовного развития. mixed with the recognition of evolution, И mixed with the recognition, brought together. так сказать, сведенный воедино с признанием вообще факта эволюционности, да, что эволюция имеет место This is развития. Ken's greatest recognition. И это, так сказать, наиболее важное такое открытие, да, или This is the убеждение Кена, на котором он базируется. The most world historical aspect of his vision. И это наиболее такой исторически значимый, скажем, And it suggests элемент его системы, that the standard way of understanding enlightenment говорящий о том, что традиционное такое понимание просветления is terribly partial. partial, And it's исключительно однобоко, forgetting half the story. и как бы забывает, оставляя за порогом половину всей истории. So as we go through this weekend И продвигаясь, так сказать, по материалу этого семинара, with Colin and myself, с Колином и со мною, he'll be working with you on the state stage side of enlightenment. он будет работать с вами вот на этой шкале стадий состояний, на верхней, горизонтальной, And I'll be working with you on the structure stage side. а я попытаюсь работать с вами на вот этих структурах стадий, на And that's вертикальной why- шкале. Вот почему And that's why I described earlier that we're going to be stuck in this paradox. я описал раньше, сказал вам, что мы будем с вами застревать вот в этом парадоксальном состоянии, And this dialectical tension. в этом диалектическом напряжении, натяжении. It's the fundamental condition of a developing human being. И это основополагающее, фундаментальное состояние любого развивающегося индивида. Вот это вот. And if we aim for Напряжение. anything less, Если мы стремимся к чему-то меньшему, чем это, our enlightenment, тогда наше Right. пробуждение, which is a oneness with everything, что есть единство со всем, is going to leave out half of everything. это будет единство лишь с половиной, а вторая половина будет отринута и оставлена, так сказать, за кадром. And that's a bit problematic. И это будет проблемой в итоге. So we'll go through all that again И мы at length this weekend. через это еще все с вами пройдем уже в деталях, уже в опыте, в ходе этого семинара. But in the last 30 seconds, И последние we'll 30 briefly touch on the last element of AQAL, секунд мы уделим последнему элементу из этих 5, это типы. which is types. Типы. Okay? Here's types defined. Okay? Вот как типы определяются. They're systems of, well, they call them typologies, Это называется типологией, да, masculine, feminine, или психотипологией, да, мускулинное, Astrology. фемининное, мужское, женское, астрологическое, зодиакальное, enneagram. энеаграммы, 9 типов Myers-Briggs. личности, There's Брикс, literally hundreds of them. Бриксы и так далее. Все их сотни разных систем психотипологизации личности, да. They're a separate element of AQAL Различные элементы аквала, системы аквал, because they attempt to describe the similarities and differences that aren't described by any of the other elements. они присутствуют в качестве отдельного элемента, потому что ставят собой задачей такую важную работу по выявлению общего и различного в индивидах и в их развитии. Соответственно, что не описывается, не охватывается другими элементами, поэтому они выделены в отдельную. So the fundamental typology, И фундаментальная типология, самая базовая, да? masculine and feminine. Женщина-мужчина. It doesn't mean man and woman as far as Маскулинное, gender, это не значит мужчина-женщина, да, а мужское-женское, например. as far as sex.
Да? Это не значит гендерного развлечения, например, обязательно. It refers to an essence. Это относится к какой-то сущностному, к сущности. And this essence, masculine or feminine, И эта сущность мужского и женского can show up at any level. может проявиться на любом уровне, It shows up differently in each state. может проявиться по-разному в каждом You can состоянии. look at it through each quadrant, Глядя на него из каждого квадранта, может быть видна иная картина. right? And that's why it's in this fifth element called types. И вот почему этот пятый элемент, типы, присутствует в It's the карте. final cosmic pattern Это такая финальная космический рисунок, такой узор, да? that Ken argues is important enough to be included in this map. Который Кен считает достаточно важным, чтобы быть включенным в эту систему AQAL. So we can use any typology that we want. Любая типология может быть нами взята на вооружение, какую Whatever you're interested in, в зависимости от того, каков ваш whatever интерес, is цель, needed in the context that что you're вы working in, хотите в контексте вашей работы достичь этим. as long as you recognize that it shows up at every level, До тех пор, пока вы узнаете, что на каждом уровне признаете, она проявляется, в каждом состоянии она может проявиться. and that you can embody a given type in a healthy and an unhealthy way. Можете дифференцировать в каждом типе любой дробной системы типологии здоровый типаж и этот же типаж в нездоровом состоянии, да? That's what it indicates, right? То, что демонстрируется. So that's types. Это типы. And that gives us our 5 elements. И вот так, это объяснение примерно 5 этих элементов AQAL, то, что как раз по буквам именуется. All quadrants, all level, да, AQAL. Все квадранты, все уровни, So again, линии и прочее. the last word just for now И последнее is слово that пока. this is simply a map of the cosmos. Итак, помните, что это просто карта бытия, карта мироздания, It's attempting to map experiences that are actually alive in your awareness которая пытается как-то картографировать те опыты, которые от первого лица возникают в потоке вашего but we бытия. consistently need to make sure that we're not confusing the map for those И поэтому experiences. нам надо всегда поддерживать в себе то понимание того, что это опыты не есть карта, карта не есть опыты, это разные вещи. Instead, when we're going through our lives and we run into trouble, Когда же мы живем своей жизнью, сталкиваемся с какими-то вызовами, проблемами, our wife wants a divorce, жена от нас уходит, you just got a bad medical diagnosis, доктор ставит неутешительный диагноз, your spiritual teacher slept with your best friend, духовный тичер трахнул друга или подругу. hey, it happens often. Это тоже случается часто. Что вы думаете? You took too much ayahuasca, Вы перепили ayahuasca, life's getting complex. все сложно, все непросто в жизни. Just like with your phone, you pull it out of your back В pocket, точности как с вашим айфоном, телефоном, андроидом. Вытаскиваете, достаете, включаете Яндекс.Карты. and the map can help you make sense. Карта of all that позволяет вам complexity. разобраться во всем происходящем, давая на него перспективу. And throughout the weekend, we'll use this map to do just that. И именно этому мы посвятим этот уикенд, попытаемся сделать именно это, как это работает. So we'll ask you to bring your problems Поэтому добро пожаловать, несите свои and your проблемы, confusions свои заблуждения, смятения, and your desire to sleep with your spiritual teacher, свои страсти, желание переспать с духовным учителем. which for the record is going to be Colin this week. Надо было сказать. There'll be no tension if you want to sleep with me. Но это, так сказать, Equal opportunity. в равной степени, пожалуйста, welcome. That just got webcasted to my girlfriend. Да. But hey, Но это на веб-касте будет сразу увидеть and его подруга. Поэтому. we'll use the map how it was meant to be used Итак, throughout the мы weekend. попытаемся использовать в таком тренировочном режиме эту карту так, как она должна использоваться в жизни. Про это семинар. And for those of you who engage the world similar to how I do, И для тех из вас, кто относится к миру примерно так, как к нему отношусь я, we can also talk about the map мы также можем и поговорить о карте. because we're working relative realm and Мы absolute realm. работаем же с относительным уровнем и с абсолютным, да, с двумя мирами.